Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить солодкую великодню грудку, десерт, который наравне с сырной паской или куличами готовят в Украине на Пасху. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Сначала подготовим сито, которое необходимо установить на миску и застелить марлей, сложенной в несколько слоев, или хлопчатобумажной тканью. Теперь берем 5 яиц, у меня категории S1, которые необходимо разбить в достаточно глубокую миску. В яйца добавляем 75 граммов сахара и семена одного стручка ванили или просто пакетик ванильного сахара. С помощью погружного блендера перемешиваем яйца до однородности. Можно, конечно же, просто слегка взбить их с помощью венчика или миксера, но тогда в готовой грудке могут попадаться белые вкрапления. На вкус они никак не влияют, но визуально выглядят, как мне кажется, не очень. Однородную яичную массу переливаем в кастрюлю с толстым дном. И сюда же по желанию добавляем 50 граммов изюма, а также 500 мл молока, желательно домашнего и жирного, вместо которого можно даже использовать не очень жирные 10% сливки. Но за неимением жирного молока можно использовать и обычное магазинное 2-3% молоко. Слегка перемешиваем молоко с яичной массой и отправляемся к плите, где на самом минимальном уровне нагрева и при постоянном помешивании будем нагревать нашу молочную яичную смесь. Сначала никаких изменений вы не увидите, но по мере нагревания содержимое кастрюли начнет густеть. Яично-молочная масса все больше будет напоминать не очень густой, но гладкий крем. Затем, когда над кастрюлей появится пар, яйца начнут сворачиваться, и вы заметите на лопатке первые крупинки. Но мы не останавливаемся и продолжаем нагревать эту сладкую массу, наблюдая, как крупинок становится все больше и больше. Потом крупинки начнут объединяться в крупные хлопья, и вы увидите, что от массы начала отделяться сыворотка. Не прекращая перемешивать содержимое кастрюли, доводим все это до кипения, а потом варим буквально 2-3 минуты, чтобы отделилось как можно больше сыворотки. Теперь снимаем кастрюлю с огня и выливаем получившуюся массу в подготовленное в самом начале сито, застеленное марлей. Завязываем концы марли так, чтобы яично-молочная масса оказалась как бы в мешке, и подвешиваем получившийся мешочек над миской, где он будет висеть минимум 5-6 часов, а лучше всю ночь. За это время вся сыворотка должна стечь, а сама масса уплотнится и превратиться в нужный нам десерт. Когда вся сыворотка стечет, грудку в принципе можно уже нарезать, но я предпочитаю отправлять ее в холодильник на 2-3 часа, чтобы она не только охладилась, но и стала еще более плотной. Сыворотку, кстати, я не выливаю, использую для приготовления блинов или сдобных булочек. После охлаждения в холодильнике великодню грудку можно наконец-то попробовать. Как вы видите, она получилась достаточно плотной, хорошо держит форму и легко режется. А в разрезе она получилась однородного нежно-желтого цвета и, как вы можете заметить, без единого белого вкрапления. По вкусу солодка-грудка очень напоминает молозиво, которое лично я люблю нежно и трепетно. Правда, грудка получается немного более сухой, чем молозиво, но зато ее можно готовить круглый год. А еще этот десерт исчезает со стола даже раньше, чем сырная паска и ароматный кулич. К слову, по этому рецепту грудка получается достаточно сладкой, особенно если добавлять изюм. Поэтому, если вы сладкое не любите, количество сахара можно немного уменьшить. А еще, если есть возможность, рекомендую использовать домашние яйца, у которых желток имеет насыщенный цвет. Тогда и десерт получится по цвету более насыщенным и ярким. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!